Бишкек скоро умирает? Какой адрес? Бывал у меня случай, когда парень молодой просил у родителей машину ночью. В районе 11 вечера на ночь, с друзьями поездить, по своим причинам. В итоге родители отказываются. Они же понимают, ребенок несовершеннолетний, всякие обстоятельства может быть. Если даже какой-нибудь ДТП случится, а вдруг не по его причине, но он участник уже будет. Ему, естественно, не дает отец ключи. В итоге он дожидается, когда родители засыпают, забирает ключи и гонит. Видимо, спешил туда, куда надо было ехать. И проезжая на красный свет, он сбивает мужчину, бездомного парня молодого. То, что он бездомный, было понятно по его одежде, потом, как он выглядел, который перебегал дорогу. Конечно, не в положенном месте. Получается, столкновение на лобовое. Парня, которого сбивает мальчика, сшибает лобовое стекло. И так получается, что передний край крыши машины, как консервный нож, сбривает череп этого парня буквально просто как нож по маслу. Сейчас, подожди, посмотрим. Аналгин набери. Тоже на 20-ку. Подожди. Нельзя. Потому что мы тебя колем, ты сейчас дергаться будешь, потерпеть. Мы приезжаем, уже огромная толпа зевак, даже они в час ночи находятся, всегда на такие случаи. Уже милиция была на тот момент, и огромная истерика происходит. Парень, который был за рулем, он уже понимает, что он убил человека. Через некоторое время приезжают родители. У матери истерика, у отца тоже, он кое-как на последних моральных силах держится. И все понимают, что этот 16-17-летний парень по неосторожности убивает человека. Это убийство, по сути дела. Что я могу сказать, кроме того, что говорит официальная риторика? Не гоняйте на дорогах, соблюдайте правила. В настоящее время я на станции экстренной медицины занимаю две должности. Основная должность у меня заведующий реанимационного отделения и совмещаю 0,5 ставки выездного врача на своем же отделении. Обязанности выездного врача, как и всех выездных врачей, это обслуживание наших вызовов, то есть обращение населения в случае необходимости экстренной помощи. Вообще врач, действительно врач, который скоропомощный врач, он очень эмоционально и психически устойчивый. И это необходимое качество непосредственно на самом вызове, потому что для адекватной, рациональной и полноценной оценки, то есть именно субъективной, объективной, то есть оценки случая, необходимо всегда отключать эмоции. То есть ты как человек имеешь право удивиться на вызове, но это должно быть после. Объясни, что с тобой происходит? Мне тоже, да. Ага. Затылка били. Били в затылок? Да. В драке, да? Ага. И после этого у тебя периодически вот так затылок болит? Это нерв чуть-чуть. Ага. А ты знаешь, что ты препарат неправильно пьешь? Его нельзя просто так пить. У тебя нет эпилепсии, а ты пьешь его. Давайте 5 магнезии набирать на 20. Но был случай, когда сбили женщину, которая перебегала в светлое время суток, не в положенном месте дорогу. Ее сбивает маршрутник. Но он ее сбивает, судя по тому, какие повреждения были на машине, там, скорее всего, были травмы вполне совместимые с жизнью. Но дело в том, что ее отбрасывает на еще одну встречную едущую машину. В итоге, после того, как она падает на дорогу, по ней еще проезжает еще одна машина. Мы приезжаем, она была еще в состоянии клинической смерти. И еще такой вот трагический момент, который трагическую нотку добавляет всему, это драматическую даже. Дело в том, что она перебегала дорогу навстречу к своему мужу, который ждал по ту сторону дороги. С учетом того, что она умирает на борту,
нашей машины. По протоколу я должен ее тело довести в морг. И вот в дороге он один раз заплакал, пока мы ехали. Ну, дорога заняла, может, 10-13 минут. Но что я точно могу сказать, по крайней мере, за тех коллег, с кем я тесно работаю, за тех людей, которых я здесь лично знаю уже как людей, что прям чувство сожаления, как бы сказать, вечным вопросом, кто мы и чем мы занимаемся, оно редко посещает, потому что ценность, именно та же самая эмоциональная ценность того, что мы делаем, того, как мы действительно бываем полезны в безысходных ситуациях, оно на чаше весов, вот эта эмоциональная лобильность, оно всегда превышает, оно всегда является стимулом действовать дальше. Есть люди, которые нас покидают, сотрудники, но те, кто, может, идут за другими целями. Что действительно надо сказать, у нас население очень благодарное. Часто бывает на вызовах, благодарят чем могут. Иногда бывает просто вот последние конфеты со стола дают. Такое тоже бывает. А что говорят люди перед смертью? Ну, смотрите, если хрип можно говорить, сказать, то чаще всего люди, конечно, хрипят. Но это называется последнее издыхание, да? Есть вообще такое понятие, ну вот смерть бывает моментальная, да? Допустим, тебе снесли голову, условно там, летящий автомобиль снес человеку голову. Естественно, он ничего сказать не успеет, да? Большинство случаев смерти это уже констатация, то есть биологическая смерть, да? То есть там уже, естественно, ничего не скажет. Есть другая категория смертей, это клиническая смерть с переходом в биологическую. Теперь вызовы, да, на которые мы приезжаем, где мы констатируем, то есть ставим диагноз клиническая смерть. Чаще всего это больные, которые находятся в агонии. То есть смерть не моментальная, а такая поэтапно, да, наступающая, она всегда переходит в этап агонии, агональное состояние. Это момент, когда у человека все-таки нарушено сознание, и что-то сказать по факту он не может. Есть симптом острой, да, сердечной патологии, когда больной говорит, что у него есть чувство страха смерти. И пока мы ориентируемся, да, подключаемся в вену, начинаем профильно все проводить, бывает тоже переходит в состояние клинической смерти. Но состояние клинической смерти – это обратимое состояние, да, то есть бывало мы оживляли пациентов. Но, на мой взгляд, если брать банально физиологию, самое мучительное все-таки, наверное, та смерть, где умирающий длительное время остается в сознании, то есть он адекватно понимает, что с ним происходит, в каких он обстоятельствах, и при этом он еще понимает неизбежность своего состояния. Но смерть – понятие такое абстрактное, но вообще философское понятие смерть. И вот как бы дать точный ответ на такое, что какая смерть самая страшная, не испытав ее, допустим. Я думаю, на этот вопрос объективного ответа нет. Это все субъективно. Была история трагической любви, так сказать. Молодая девушка должна была уезжать на учебу за границу, а молодой парень ее не хотел отпускать. В итоге оба в состоянии алкогольного опьянения. Почему-то они решили выпивать и целоваться возле обрыва реки. Оба благополучно сиганули в этот обрыв. Их обнаружили через некоторое время, так сказать, районовские пацаны, которые где-то рядом тоже выпивали. По стонам. Парень разбивает голову, девушка повреждает спину, по-моему, если не ошибаюсь. Девушку мы укладываем на кушетку на щите жестком, она занимает полностью, да, нашу каталку, точнее, не кушетку. А парень садится рядом с забинтованной головой. Ну, я начинаю расспрашивать вообще обстоятельства. Кто-то вас толкнул. Я же понимаю, оба пьяные. Выясняется, что они оба в один голос говорят, что они просто целовались, потеряли равновесие и скатились вниз. Ну, это была их последняя встреча. Обрываться отношения должны были. Но в итоге они ехали до 4-й горбольницы, держа друг друга за руки. Правда, они не разговаривали, но и не ругались. Вы за второй
өтті көп. Мен азыр мына менде 17 вызов жатат, не обслуживание. Здрасте. Скорая. Сиздикинде эле вызов тұр. 8-дей вызовты жаңа жібердім. Умирает? А онко больной? Ага, какой адрес? Азыр биринчи кийим бошосо, сразу биринчи очередь барат. Ну, я не знаю, как бригада, если там на той стороне, так быстро. А так придется чуть-чуть подождать. Я не знаю. Есть один случай, он вообще уникальный. Нам дали повод из нашей категории прямой, неотложный, падение с высоты. Исходя из того, как он упал, он пятился назад по этой крыше и провалился в проем. Высота порядка, наверное, 3-3,5 метра. Довольно высокий такой потолок был. И разбивает себе затылок, повреждает шейный отдел позвоночника. И есть такая очень тяжелая категория травмы, как перелом основания черепа. Тут открывается рвота, кровотечение с ушей, с рта. Ну, все признаки того, что повреждение вот этого основания черепа массивное. Дает полную остановку. В этот момент мы успели его интубировать, успели подключиться, начать капать. И тут вопрос, конечно, времени, да? Не теряя время, мы топим, едем на всех мигалках, нарушая все правила дорожного движения. Получается, довозим его в приемный блок реанимационный. Там он уже дает остановку, которую обратить мы не можем. То есть клиническая смерть с переходом в биологию. Уже все достоверные признаки смерти. Так как смерть была на борту, я его забираю в морг. В морге проводим описание. Теперь общая фабула такая. Мужчина был пострижен хорошо. Мужчина был побрит хорошо. У мужчины на руке было кольцо. Он был в хорошем опрятном спортивном костюме. Хорошая обувь на нем была. Потом, когда мы еще у людей, которые с ним работали на этом объекте, выясняли вообще, как его зовут, смогли назвать только имя и доложить такую информацию, что его подобрали на Льва Толстого на бирже труда. Поработать вот буквально один день или одну смену на этом объекте. То есть, исходя из того, как он выглядел, какие обстоятельства были того, что он там оказался, как-то не складывается. Он не похож на бездомного, который искал работу хоть какую-то. Возможно, это человек, это я уже достраиваю, да, идею. Возможно, это человек, который ввиду локдауна, ввиду того, что лишился работы, надо было кормить семью, он просто вот уже от безысходности вышел на эту биржу труда. И что меня так морально не чтоб добило, а так да впечатлило, когда я начал проверять содержимое карманов, в кармане спортивки я обнаружил пакет с лепешкой. Все, что у него было, помимо этого кольца и во что он был одет, ни документов, ни портмоне, ничего, а только вот лепешка в пакете целлофановом. Что там у нас, Тора? Пульс какой? 91. 93. ЧСС 90. Угу. Пускай стоит, хорошо. Ханчада, связи? В первую очередь мы оснащены кислородными баллонами, практически все наши бригады. Потому что кислород – это вот по стандарту самое необходимое в первую очередь. Во вторую очередь мы оснащены базовыми диагностическими инструментами, которые оценивают витальные функции, то есть жизненные функции, да? От показателей которых зависит вообще, умирает ли человек, он вообще в состоянии, насколько ему угрожает смерть, да, на данный момент. Мы даже оснащены там экспресс-методом определения уровня сахара крови. То есть у нас даже есть частичка лаборатории, да, анализа. Также мы оснащены современными кардиомониторами международной известной фирмы медицинской, с помощью которой мы можем тяжелого больного постоянно мониторировать его состояние, пока оказываем ему помощь, даже в процессе реанимации, пока его везем в стационар профильный. Все это делается с одной целью, потому что нужно выигрывать время. Время – это самый важный фактор, пренебрежительно к которому относясь, мы работаем в минус. Родственники моей супруги, на тот момент не супруги, они заболели ковидом.
я оказывал посильную помощь в их излечении. То есть ко мне много людей обращались, в WhatsApp писали, конечно, на тот момент на все звонки отвечать было нереально. И в один котел скидывали все, симптомы, когда заболел, что как. А она мне отправила Excel-таблицы со всеми параметрами, показателями, как они менялись. А вот после нее, после этого случая, я стал пациентом, создал шаблон, который они заполняли, а потом отправляли мне. Это мне помогало оперативно очень оценивать состояние и давать правильные рекомендации. Вот тогда меня моя супруга, ее интеллект, он меня подкупил очень сильно. В связи с чем, мы после уже, когда все устаканилось, пошли на первое свидание. Siz ошондо бир маалда подряд 3 аллержи, Бүтпан işte. бир каптаприл, yana априлда иштиңизби? Kızım. Beni yapacağım. Tiplerde içkim. Ага. Так, Ситора, сейчас сначала димедролный бери. Ашказан жууш керек азыр дарыдан кийин обязательно. Көп дары ичип алдыңыз туура эмес. Очень часто причиной того, что человеку нужна экстренная медицинская помощь, бывает глупость самого человека, да? Лично мое поведение на таких вызовах, где можно было бы с порога укорять пациента, да, типа, это сам виноват в том, что это случилось. Но это, конечно, неэтично, во-первых. Это вообще нарушение всей врачебной деонтологии, да, есть такая наука целая, которая рассматривает отношение врача к пациенту. И вообще наша позиция, она какая? То, что врач не отец. Тем более к взрослому человеку. Да? Вот не как взрослому человеку учить, как ему надо жить, чтобы он в следующий раз в такую ситуацию не попадал. Но тем не менее, как некоторый фактор наставничества есть, все-таки он в тебе нуждается, ты оказываешь ему помощь. И когда ты оказываешь помощь пациенту, ты входишь к нему в доверие. Ты облегчаешь его состояние, он начинает тебе доверять. Вот в этот момент все-таки можно как-то каким-то фактором просвещения заняться. То есть объяснять, что да как и почему. Часто бывает, приезжаем на вызовы, где конечный итог – это острая реакция на стресс. Да? То есть, банально, простым языком говоря, это старая добрая истерика. Чаще всего это молодые, конечно. Чаще всего это девушки бывают. Ввиду особенностей строения, да, центральной нервной системы, влияния гормонального фона. И часто бывает это повторяющиеся вызовы, когда требуют прям, чтобы срочно приехала скорая, звонят, угрожают, чтобы обязательно сейчас была бригада. Ты приезжаешь, понимаешь, что ввиду каких-то обстоятельств семейных, может, рабочих, на учебе или еще с чем-то, человек не справляется со стрессом и начинает очень показательно себя вести, в том плане изображать судороги. Я не говорю в том, что это прям симуляция. Часто бывает, люди верят в то, что им очень плохо. И подсознательно начинает организм подыгрывать этой вере сознания. И вот в такой момент, приводя уже в чувство, то есть оценив состояние, поняв, что действительно здесь сейчас жизни ничего не угрожает, приведя в чувство с помощью обычного нашатыря, да, бывает, обычно нашатырем справляемся в этой ситуации. Потом, конечно, проводишь беседу, собираешь анамнез, выясняешь, по какой причине так произошло, почему так произошло. Бывает, тебе пациент доверяет и прям все подноготным выдает. Там, всю трагедию своей личной, да, жизни, допустим. Вот здесь бывает, иногда ты включаешь немного такое морализаторство и немного такое наставничество. И говоришь, что так дальше нельзя. Махтыбек, давай, я должен удостовериться, что с тобой все в порядке. Ты нормально со мной побеседуй. Судороги так не выглядят, Махтыбек. Ты в сознании, отвечаешь на вопросы, реагируешь. Сейчас у тебя немного демонстративное поведение. Все в порядке у тебя. Давление в норме, пульс в норме, сахар в норме. Работая на скорой и встречая совсем такие, в кавычках, глупые смерти по неосторожности, да, допустим. Был случай, когда по неосторожности мужчина, который полноценно жил прекрасно, отличную жизнь проживал. Он не планировал умирать просто, никаким краешком своего сознания. После бани, спутав коньяк, точнее, коньяк был в коньяке, в бутылке с коньяком, он думал, что это коньяк, просто бахнул 50 грамм после парилки, чтобы получше уснуть. И скоропостижно умирает. После такого тут даже отношение не сколько к смерти, а к самой жизни поменялось. Ты понимаешь, как надо дорожить самой жизнью? И что если действительно... все мы в итоге умрем, да? То есть это
конечный логический итог любой жизни – смерть. Надо максимально стараться, чтобы смерть была достойной. То есть не стыдно умереть за Родину и не стыдно умереть с любимой женой в глубокой старости.